утяжки в основном используются такие длинные иголки, чтобы они проходили голову. Я беру нитку. Это обычные нитки типа ирис. Я же говорю, можно взять вот эти же нитки, и ими тоже делается прекрасно утяжка. Смотрите, берем где-то вот тут вот сзади, делаем отверстие, чтобы нам было легче войти. И войти желательно так, чтобы не зацеплять ниточки. И выходим в том ряду, где у нас гвоздик, как можно ближе к глазику, если получается. Здесь следим, чтобы ниточки не убежали. И с другой стороны тоже вводим как можно ближе к глазу. И выходим где-нибудь. Вот мы здесь входили. Можем на рядок выше выйти. Тоже вот делаем такое вот отверстие, чтобы легче было чисто выйти. Если вдруг застряли, можно пользоваться щипчиками. Вот здесь мы с вами проходим по низу глаза. И надо сделать так, чтобы ниточки спрятались. Теперь смотрите. Теперь мы здесь входим в то же самое отверстие, из которого вышли только что. И повторяем ту же самую процедуру. Вставляем, выходим в то же отверстие, где первый раз выходили. И здесь то же самое. Но вот здесь надо выйти вот в это первое отверстие. Сейчас стараемся попасть. И второй раз, когда мы это делаем, у нас вот эта нитка должна пройти выше глаза и тоже должна спрятаться под глаз. Теперь здесь можно обрезать и подтягиваем. Видите, вот у нас глаз утопился. Так, здесь можно, смотрите, завязываем, но не на узел, просто так, чтобы вот было. Вот. И теперь нам надо то же самое проделать со вторым глазом. Почему мы сразу не затягиваем глаз окончательно? Потому что нам надо проследить, чтобы эти глазки были равномерно утоплены. И мы будем добиваться одинаковости, да? Делаем то же самое. Так вот подтягиваем, смотрим, чтобы глазки были на одном уровне. Когда вас все устраивает, окончательно завязываем узелки. Я делаю 3 узелка. И прячем узелки. Если все сделали правильно, то узелки легко запрячутся. Все. Смотрите, мы с вами сделали утяжку. Продолжаем оформлять наше личико.
И нам сейчас надо сделать ушки. Вот я уже поставила булавочки. Смотрите, как правило, ушки делаются на расстоянии от глаз или 7, или 8 столбиков. Ну вот сейчас посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я взяла 8 столбиков без накида, те, которые у нас тут были. А между вот этими нашими булавочками раз, два, три. Можно, в принципе, взять и 4. Ну, это уже как вы пожелаете, да? То есть сейчас вот с этой стороны мы точно так же установим наши булавочки. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, да? То есть и сюда. И вот так вот смотрим, чтобы у нас более-менее было симметрично. Правильно? И сейчас мы берем нашу вот эту ниточку, которой мы вязали голову. И нам здесь надо сделать пару стежков, чтобы сделать основу для ушка. Делаем так со стороны лица здесь, и чтобы вот эта вот ниточка длинная, которая осталась вот с этой стороны. То есть мы сейчас вот так прошьем. Вот мы уже зашли. Сейчас вот еще раз сделаем. Вот видите, мы делаем вот такую вот основу. И еще сделаем здесь стежок. Вот. Вот мы сделали основу. Ниточку мы оставили с этой стороны. И будем сейчас набирать столбики без накида. Желательно делать это со стороны лица, чтобы получилось красивое ушко. И просто сейчас мы с вами будем вязать столбики без накида. И можно еще 7. Вот я сделала 7 столбиков. Видите? Теперь мы просто обрезаем ниточку. И сейчас нам просто надо закрепить ушко, чтобы было красиво. Так, здесь подтянем. А здесь вот так. Нам тут самое главное просто закрепить. И можно выйти сюда же, в это отверстие. Все, смотрите, наше ушко у мальчика готово. Теперь с этой стороны нужно сделать то же самое, только здесь небольшой такой нюанс. Сейчас я вам скажу. Для того, чтобы ушко получало красиво, я вам уже сказала, что надо делать вот с этой стороны, правильно? Поэтому здесь мы начинаем делать вот эту вот основу сверху, чтобы длинная ниточка осталась с этой стороны. То есть мы так вот запускаем и делаем тоже 2 стежка. Вот, и здесь вот нить осталась с этой стороны. Тоже берем крючок, ну, тот же, что мы вязали, и вяжем столбики. И 7 тоже отрезаем ниточку. И сейчас нужно сделать то же самое, закрепить.
все, наши ушки готовы. Сейчас будем делать носик. Как мы делаем носик? Смотрите, я вот уже наметила. Тут получается в следующем ряду после радужки, вот где заканчивается глаз, мы делаем носик. Носик делаем, я беру, смотрите, между вот этими вот точечками, вот этими бусинками у меня 3 столбика. Вот раз, два и 3. Да? Кто хочет, можете сделать пошире носик. Это уже на ваше усмотрение. Но самое главное, чтобы вот по отношению к глазкам он был симметричен. Как мы его делаем? Смотрите. Где-нибудь здесь тоже вот так вот пытаемся выйти. Вот в это отверстие. И здесь тоже делаем как бы несколько стежков. Стараемся заходить в одни и те же отверстия, чтобы было более аккуратно. Вот мы сделали основу для носика. И теперь нам надо просто вот таким образом как бы обвернуть нитками эту нашу основу. Вот смотрите, у меня получилось 7 оборотов. После этого мы ходим. Желательно попасть туда же, откуда мы пришли. И прячем точно так же. Есть у нас носик. Сейчас будем оформлять глазки. Это я уже поставила, где у нас будут бровки, чтобы мы уже потом не думали, где нам как делать. Сейчас будем делать белки глаз. Я беру обычные белые нитки в 2 сложения. Тоже где-то здесь сейчас заходим. Значит, как мы будем делать? Нам надо сделать вот отсюда и до сюда, с этой точки до вот этой точки сделать просто как бы белок глаза, да? Я для каждого глаза делаю отдельно. Вот, теперь мы вот здесь вот заходим. Стараемся опять-таки аккуратно выйти в то же самое отверстие, в которое мы с вами зашли. А здесь смотрите, что мы с вами делаем. Здесь мы подкручиваем, делаем вот эту вот ниточку как такой вот закрученный рулик, чтобы она более аккуратно легла и было красиво. Значит, смотрите, если вот тут вот не укладывается так, как вы хотите, здесь можно вот эту полосочку, чтобы она более аккуратно выглядела и держалась, приклеить. Теперь все то же самое надо сделать с этой стороны. Вот такой клей. Вот так подклеили. Вот у нас сейчас так уже выглядят глазки. И сейчас нам надо сделать веки.
Для этого я беру вот обычную ниточку, такая вот, какая она есть, не разделяю ее, та толщина, которая есть. Это тоже можно брать Alize Cotton Gold, можно брать, если у вас есть какая-то полюбившаяся своя ниточка. Это уже не играет, в принципе, особо никакой роли. Будем делать, смотрите, где-то вот в том ряду, в котором у нас вот гвоздик, да, вот. Выходим, следим, чтобы вот эта ниточка не убежала. Здесь мы с вами вот тут заходим и аккуратно проходим сюда вперед, чтобы сделать симметрично. Здесь делаем точно так же и выходим уже там, где у нас будет с вами бровка. То есть мы сейчас сразу с вами все сделаем. Теперь вот так проходим. И заканчиваем свой шаг вот таким образом. Вот так. Здесь завязываем. Вот смотрите, как у нас с вами все хорошо получилось. Теперь смотрите, нам осталось сделать ротик. Ротик я делаю от носика на третьем ряду. Вот раз, два, три. И делаю его соизмеримо носу. Ниточки я беру вот такие вот типа ирис. Вот, чтобы, ну, не сильно выделялось. В принципе, можно взять любые нитки, которые у вас есть. Alize Cotton Gold, просто их немножко разделить, или как там вы уже любите. Я просто не люблю очень сильно выделять ротик. Ну, вот сейчас вот так вот тоже берем и делаем несколько стежков. Так, и следующим стежком просто выходим в то же самое отверстие. Все, смотрите, личико мы с вами оформили, да? И что нам с вами осталось? Нам с вами осталось прикрепить голову к туловищу. Нам осталось прикрепить голову к туловищу. Вот таким вот образом. Смотрите, для того, чтобы мы это сделали, нам надо сделать два крепления. Первое крепление я вот провожу нить вот на уровне, какой я хочу, чтобы была шея. Очень длинную я не хочу. Вот так вот мы делаем вот это соединение, да. Вот у нас нитки такие, чтобы мы могли пройти через голову и продеть. И вот у меня вторая иголочка. Вторая, это я уже вот здесь вверху продеваю. Теперь смотрите, что нам остается делать. Вот у нас такая конструкция получается. Мы вот эти две ниточки проводим через вот этот наш проход, выводим здесь. Вот эти две ниточки мы проходим, выводим вот здесь. То есть вот берем здесь так аккуратно, чтобы не зацепить. Можно вот даже распределить. Протянули одну. И вот так. И теперь вот с этой стороны берем вот эту ниточку. Тоже проходим как бы с этой же стороны.
чтобы это не убежало. Вот. То есть мы с этой стороны с вами провели, да? Вот смотрите, вот. У нас уже 2 есть вот тут вот. Теперь вот с этой стороны точно так же надо провести, только вот здесь вот с другой стороны. Теперь точно так же берем иголку, заправили нить и вот тут выводим с другой стороны. И точно так же вторую. Вот смотрите, у нас с вами получилась вот такая вот конструкция. С этой стороны 2 нитки и с этой. И теперь мы подтягиваем, так вот одеваем голову. И по мере одевания головы подтягиваем. Да? Вот. Смотрите. То есть вот подтянули, подтянули, чтобы нам все понравилось, как вот у нас здесь все получается. Смотрите. Вот, чтобы вот эти вот там внутри петель, чтобы не осталось. Чтобы оно все было натянутая конструкция. Чтобы голова не слетела у нас, правильно? Вот. После того, как нас уже все устраивает, мы вот эти вот концы завязываем. С этой стороны делаем то же самое. Я вяжу на 3 узелка. И эти кончики запрятать. Вы же понимаете, что их видно не будет, вот этих вот креплений, потому что у нас там с вами будут волосы. Смотрите, мы полностью с вами связали мальчика. И теперь, что мы с вами будем делать? Мы будем делать ему паричок.